Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Хочу представить вам новый мастер-класс по созданию такого подвесного кресла, шатра. Этот подвесной шатер заказывался в детскую комнату. Его габариты небольшие. Если кто-то захочет сделать побольше нижний круг, то подписывайтесь на мой инстаграм, там будет чек-лист с расчетом длины шнура на разный диаметр кольца. Шнур заказывала в интернет-магазине, очень быстро пришел, и не надо было ждать очереди. Ссылочку на магазин оставлю внизу под видео. Для создания этого изделия вам понадобится шнур, железные кольца, коуш, ну и конечно ваше время. Если мы используем гамаковый шнур, обязательно прижигаем концы, чтобы не распускался шнур. Берем шнур и складываем пополам, как показано тут, и завязываем узелок. Это нам нужно для того, чтобы не потерять середину шнура. Так делаем с остальными шнурами. Подготавливаем 18 шнуров по 10 метров и 2 шнура по 12 метров. Берем шнуры по 10 метров, складываем в группу, а по краям 12-метровые шнуры, из них мы будем оплетать петлю. Крайними шнурами, которые у нас по 12 метрам, начинаем плести плоский узел. У вас должно получиться 8 плоских узлов. Потом распускаем шнур, как показано тут. Переворачиваем и начинаем плести плоский узел. У вас должно получиться 22 плоских узла, но это зависит от размера коуша. Коуш можно купить в любом строительном магазине, где продаются цепи, шурупы, гвозди и так далее.
Начинаем плести плоский узел по кругу. Смотрите, как показано на видео. Так плетем из всех шнуров. Высота следующего ряда у нас 2 сантиметра. Для тех, кому сложно плести одинаковое расстояние, может и дальше использовать картонку. Тогда у вас получится идеальная сеточка для шатра.
Берем железное кольцо диаметром 30 см. И начинаем фиксировать, как показано тут. Если кому будет непонятно, как зафиксировать шнур на трубе, напишите в комментариях, я сниму отдельное видео на эту тему. Хотела поделиться информацией о шнуре. Нашла очень классный магазин в Инстаграме. Качество очень хорошее. А что самое главное, это у каждого гамакового шнура идет цветной сердечник. Поверьте, это не во всех магазинах так. Обычно черный либо бежевый сердечник. Также очень быстро пришел шнур и не надо было ждать очередь. Цена низкая, что немаловажно сейчас. Ссылочку на магазин оставлю вам под видео в описании. Буду очень благодарна на обратную связь. Присылайте фото ваших изделий мне в Инстаграм. Также подписывайтесь и не забывайте оставлять комменты, ведь это очень приятно.